Так, всем привет! Мы в прямом эфире. Вижу, уже меня ожидают мои зрители. Рада всех приветствовать. Сейчас немножко сделаю настройки. Вижу, активность пошла у меня здесь в чате. Так, пока у нас зрители будут присоединяться, я бы хотела сделать небольшой анонс. Но для начала давайте проверим обратную связь. Поставьте десяточки, как меня видно. Добрый вечер, Наталья. Поставьте, Наталья, десяточки, как вы меня видите. Поставьте пятерочки, как вы меня слышите. Так, десяточки вижу, хорошо видно. Так, хорошо меня видно и слышно. Отлично. Я минуточку подожду, пока мои зрители еще присоединятся. И поскольку у нас сегодня тема работы с подсознанием, я бы хотела сделать небольшой анонс. У меня во вторник, 23 ноября, выходит видео, которое связано с подсознанием. Там техника называется «Я из будущего». И эта техника помогает вам перепрограммировать свою жизнь на тот уровень, на который вы хотите. Я там в этом видео даю четкую инструкцию, как выполнить эту технику. И также даю пошаговую такую инструкцию и сопровождаю вас своим голосом. То есть для того, чтобы выполнить эту технику, вам нужно просто сосредоточиться на своем дыхании, расслабиться, закрыть глаза и слушать мой голос. Ну и потом по результату уже будете ориентироваться. Так, сейчас давайте проверим нашу географию. Я вот сегодня посмотрела свою аналитику и обратила внимание, что мой канал смотрят 10 стран. Для меня, конечно, это было большой неожиданностью. И также обратила внимание, что мой канал смотрят зрители с 25 лет и выше 65. Это вообще для YouTube-канала неплохой показатель. Давайте выясним нашу географию. Напишите в чате, из какой вы страны и из какого города. Наверное, мои зрители постесняются писать. Ладно, тогда я... Беларусь у нас на связи. Вот, опять у нас столица. Беларусь пока у нас вышла на связь. Отлично. Так, и сейчас я тогда продолжу. Вы можете смело писать. Я вас не вижу, я не вижу ваших лиц, но я вижу как бы ваше присутствие и могу читать ваши сообщения. Поэтому не стесняйтесь, пишите. И сейчас я озвучу тот план, с которым мы сегодня с вами будем работать, какие вопросы я сегодня расскажу. И первый вопрос – это я расскажу, как использовать силу подсознания для того, чтобы изменить вашу жизнь вообще в целом, чтобы привлечь в вашу жизнь деньги, различное благополучие. Вот поступил вопрос, можно ли использовать силу подсознания на разные цели и как часто это сделать. Хорошо, я этот вопросик себе зафиксирую и потом буду на него немножко позже по ходу отвечать. Следующий вопрос, который я сейчас буду освещать, это каким образом можно разблокировать ваше подсознание и как для этих целей использовать... Сейчас вопрос зафиксирую, чтобы он не потерялся в чате. Так, и как можно наше подсознание воздействовать с помощью техники позитивного мышления и творческой визуализации. А также сегодня я с вами поделюсь техникой, мощная очень техника, которая гарантированно принесет в вашу жизнь большое количество финансового состояния и денег. Это называется техника ночного программирования «Стакан воды».
Поэтому, если для вас актуальна тема денег, оставайтесь со мной до конца. Ну и, конечно, если у вас будут возникать вопросы, тогда вы можете их писать мне в чате, и я буду по мере этой информации на них отвечать. Ну и начнем с того, что как использовать силу подсознания, чтобы изменить свою жизнь. Все мы знаем, что наши мысли формируют нашу жизнь. И обратите внимание на то, что где вы сейчас находитесь, то состояние, где вы находитесь, ну, ваш уровень жизни, это ваши прошлые мысли. Ваши настоящие мысли формируют вашу будущую реальность. То есть о чем вы сейчас думаете, в скором времени у вас будет появляться в жизни. Поэтому если вы думаете о плохом, если ваши мысли негативные, тогда вам нужно их заменить на позитив, потому что в скором времени у вас получится только негатив и проблемы. И первый шаг – это вам нужно изменить мышление, речь. То есть не нужно сквернословить, не нужно негативить. Ну, у каждого человека бывают различные проблемы. И, как правило, говорят, что вот я такой невезучий, я неудачник, я балда, у меня ничего не получается. Наоборот, в такие моменты негатива вы должны, наоборот, себя говорить, что я молодец, я справлюсь с задачами, то есть не загонять себя на негатив. И ни в коем случае вам не нужно осуждать людей. И избегайте таких людей, которые постоянно негативят и ноют. Я прошу прощения, у меня здесь собачка разошлась. Ничка, иди сюда. Ник, иди сюда. Ник, иди сюда. Иди сюда, не психуй. Иди сюда. Идешь? Иди сюда. Иди ко мне, иди. Это наш дополнительный блогер, который мешает мне вести прямой эфир, поэтому мы будем вместе, чтобы она нас не отвлекала. И очень важно, чтобы в вашей жизни было окружение позитивное, потому что закон притяжения никто не отменял, и все, что вы отдаете во Вселенную, то вам будет возвращаться. Хочу вам рассказать одну такую историю. Вообще с подсознанием люди довольно-таки давно изучали и проводили различные эксперименты. И вот решили эксперимент провести со спортсменами. Взяли 3 группы людей. Первая группа людей, она вообще не тренировалась, ничего не делала, не готовилась к соревнованиям. Вторая группа людей активно занималась спортом и готовилась к соревнованиям в спортивном зале. Третья группа, она работала со своим подсознанием и задействовала именно творческую визуализацию. То есть они визуализировали свой конечный результат. Они, ну, там, по определенным техникам, согласно определенных инструкций, выполняли эту визуализацию. И они уже в своих картинках ярких представляли, что они уже достигли результата. И когда уже это исследование было закончено, то по факту получилось, что первая группа, которая вообще ничем не занималась, естественно, во время соревнований не достигла никакого результата. Та группа испытуемых, первая и вторая, вторая группа, которая занималась в спортивном зале, и та, которая просто визуализировала, работала со своим подсознанием, у них результат и победы были одинакового уровня. Ну, Марина, добрый вечер. Рада вас видеть на сегодняшнем прямом эфире. И я хочу, может быть, кто-то не знает, обратить ваше внимание, что все успешные люди, там политики, звезды, спортсмены, они очень знают, как работает это подсознание, и они используют эти инструменты. И поэтому вот мы замечаем, что они такие успешные, хотя, ну, как бы это довольно-таки большой секрет. Он вообще держится в тайне, и это очень целая наука и техника, чтобы знать, как правильно воздействовать на это подсознание. Но я сегодня готова поделиться с вами этими знаниями. Напишите вообще в чате, кому понятно, о чем я говорю, и кто со мной на одной волне. Поделитесь, чтобы я понимала.
И сейчас я хочу вам раскрыть такой секрет, как же все-таки можно разблокировать наше подсознание и как его можно перепрограммировать с помощью техники позитивного мышления и творческой визуализации. Ну, скажем так, для того, чтобы разблокировать наше подсознание, чтобы оно нам оказывало определенные услуги, помогало решать проблемы, нам нужно научиться с ним договариваться. И когда мы научимся с ним договариваться, то мы будем формулировать ему правильные установки и давать команды. Соответственно, если все выполнено правильно, то наше подсознание принимает наш запрос и отправляется на поиски решения наших задач. Соответственно, для работы с подсознанием нам нужно использовать определенные инструменты и техники, которые будут эффективно очень воздействовать на наше подсознание. Но также хочу внимание ваше обратить на то, что у каждой техники есть определенная инструкция. Скажем так, любая техника или работа с подсознанием, она состоит из нескольких шагов. Ну, там, может, 5, 10, неважно. И Иисус заключается в том, что вы должны выполнить все шаги поэтапно, а не перескакивать с одного на третий и на пятый. Потому что все эти техники и работа с подсознанием, они не будут работать. Для каких целей можно вообще использовать и задействовать наше подсознание? Вообще подсознание – это очень мощный союзник наш, но главное им научиться умело управлять. И вообще можно наше подсознание направить на все наши житейские проблемы. Это можно и решить проблему со здоровьем, с деньгами. Можно также решить какой-то карьерный рост, либо успехи в учебе, то есть создание семейной жизни, улучшить свою семейную жизнь. То есть любые вопросы можно решить с помощью подсознания. И это абсолютно... Вот, кстати, поступил вопрос, можно ли использовать силу подсознания и на какие цели, и как часто это можно делать. Так вот, я говорю, что подсознание можно использовать для разных целей. Главное знать, как это делать. Подходят любые цели, подсознание решает любые задачи. Как это делать? Это нужно использовать различные инструменты. И, естественно, соблюдать инструкцию и последовательность шагов. А вообще, и когда мы работаем с подсознанием, никакого вреда вообще не может быть. Единственное, что может быть проблема, что эта техника, которой вы будете там воздействовать на ваше подсознание, она просто не сработает и не принесет вам никакого результата. Вот это единственный риск. А если вы будете правильно воздействовать, то у вас будет очень даже все в жизни хорошо складываться. И эффективный инструмент для работы с подсознанием – это медитация. Вообще, слышали вы или нет, есть 3 уровня мозговой активности. Это, скажем так, ритм вашего головного мозга. Это состояние бета, тета и альфа. Тета-состояние – это когда ваш головной мозг находится, скажем так, в таком состоянии, где уровень его мозговой активности где-то в пределах от 4 до 7 Гц. И, как правило, в этом состоянии человек видит сны. Есть еще такое состояние бета. Это его уровень где-то от 14 до 30 Гц. И в этом состоянии человек бодрствует. И он совершает различные мозговые там задачи. То есть у вас в этом состоянии очень такая энергетическая движуха, у вас творческие идеи, то есть вы постоянно делаете какие-то прорывы. Что касается альфа-состояния, это такое состояние где-то от 8 и до 14 герцев работа вашего, уровень активности вашего мозга. И это состояние, оно приближено к расслаблению, к такому к трансу. И это состояние, как правило, бывает утром, когда вы только проснулись, еще не поднялись, и вот в этом состоянии у вас находится головной мозг. И это же состояние, когда у вас от 8 до 14 герцев,
уровень мозговой активности вечером перед сном, когда вы уже собираетесь ложиться спать, и не то дремлете, вот такое дремучее состояние. И это альфа-состояние, это именно то состояние, когда ваше подсознание открывает двери для ваших целей. То есть вы можете использовать там медитации или различные инструменты для работы с подсознанием именно на альфа-состоянии утром после пробуждения раненько или же вечером после отхода ко сну. Также это состояние можно вызвать, скажем так, искусственно. То есть есть определенные техники, которые позволяют вам снизить уровень мозговой активности и опуститься на уровень состояния альфа. Нет, Наталья, у меня на данный момент нету видео с медитацией и погружением в альфа-состояние. Но вот выйдет видео, в котором есть техника именно с погружением в это альфа-состояние. И я в этом видео сопровождаю именно полностью весь этот процесс. То есть вам достаточно включить запись и просто прослушивать и соблюдать, как бы идти за моим голосом и выполнить именно это погружение. И когда вы входите в это альфа-состояние, то есть, ну, там есть своя определенная техника. Вообще, если для вас эта тема будет актуальна, возможно, я запишу видео, либо мы можем также в прямом эфире сделать вот именно это погружение. Это безболезненно. А вообще напишите в комментариях, какие видео смотрите на моем канале и что вообще вам нравится, чтобы я могла понимать, в каком направлении мне двигаться. Напишите. И сейчас я бы хотела продолжить и остановиться на технике позитивного мышления, которая также воздействует на наше подсознание. И первый шаг – это вам нужно настроиться на позитив, потому что, как я уже сказала ранее, закон притяжения никто не отменял. То есть если у вас негативные мысли, то у вас плохое настроение, соответственно, вы притягиваете в свою жизнь негатив. И, соответственно, вам нужно изменить окружение. Отлично, Наталья. Действительно, у меня по вторникам и четвергам в 18:00 по Москве еженедельно выходят новые ролики. А по пятницам я решила немножко ускориться, и по пятницам в 20:00 по Москве я провожу прямые эфиры. Возможно, я еще позже определю какой-то день и буду еще проводить в другие дни, но пока как бы остаемся так. И когда мы формируем свое позитивное мышление, то возле нас формируется позитивная энергия. И помимо этого мы должны во Вселенную и другим людям отдавать позитив, любовь, радость, добро. И, соответственно, вот этот весь позитив будет и возвращаться к вам в жизнь. Сейчас я немножко остановлюсь на такой технике, которая также воздействует на наше подсознание. Это творческая визуализация. И эта техника, она непосредственно связана с созданием яркой мысленной картинки. И прежде чем приступить к этой технике творческой визуализации, вам нужно изначально опустить себя на уровень альфа-состояния, чтобы ваше подсознание было открыто к тем картинкам и тем установкам, которые вы будете транслировать. И очень целесообразно, когда вы будете технику творческая визуализация выполнять каждый день, хотя бы по 5-10 минут отводить этому. И через какое-то время вы заметите, что эта ваша техника начинает работать. Как вообще она происходит? Визуализация – это когда она также можно использовать на любые цели. Вы можете, например, на здоровье, на любовь, на деньги. Если вы хотите купить себе автомобиль,
Тогда вы погружаете себя на уровень альфа-состояния и представляете, как будто вы уже едете в этом автомобиле. Представляете все до мелочей, какой там руль, какого цвета салон, все до подробностей. Если вы хотите себе новую работу, там карьеру повысить, тогда вы тоже визуализируете именно картинками, какой у вас офис, какое окружение, какие коллеги, все до мелочей, во что вы одеты, как вы ходите на эту работу. И тогда, когда вы пребываете в этом альфа-состоянии, ваш мозг эти картинки воспринимает за реальность. Потому что мозг – это наше сознание, оно может разбираться и понимать, что есть на самом деле, а что как бы мы фантазируем. А подсознание, оно не способно различить, это правда или это как бы ваша мечта. И оно понимает, что раз вы показываете ему эти картинки, то это действительно есть. И он эти ваши цветные яркие картинки воспринимает как команду для того, чтобы воплотить в вашей реальности. И вам не нужно там искать, насколько вам нужно устроиться работу, чтобы купить этот автомобиль. Подсознание само найдет для вас решение. Единственное, что вы должны быть открыты к подсказкам. А подсказки, они кроются в самых простых вещах. Вам главное это все не упустить и воспользоваться, например, этой подсказкой. Потому что если вы хотите себе перспективную высокооплачиваемую работу, тогда вам подсознание будет давать различные, вернее, Вселенная будет давать различные подсказки, где вы, например, должны воспользоваться, и сходить там на собеседование, делать какие-то конкретные шаги. И после того, как вы будете выполнять эту визуализацию по завершению, вы должны хотя бы один шаг делать навстречу своей цели. И если, например, вы хотите купить автомобиль, то хотя бы что-то сделайте, например, для этого. Если у вас бизнес, то тогда делайте какие-то решения, которые будут приносить вам деньги. Если, например, вы хотите карьеру, тогда рассылайте резюме, составляйте себе там портфолио, готовьте, то есть готовьтесь к собеседованию, чтобы двигаться к своим целям, а не просто сидеть, потому что Вселенная и подсознание вам не принесут под двери ваш мешок денег или автомобиль. Нужно что-то делать. Вот, я еще хотела к вам обратиться, чтобы вы этой информацией, она полезная, актуальная, поделились со своим братом, сватом и друзьями. Пусть они также просвещаются и обогащают жизнь свою и пополняют свой финансовый бюджет. И сейчас я хочу перейти плавно к завершающему этапу. Это техника ночного программирования «Стакан воды». Сейчас подробно на ней остановлюсь и расскажу. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете здесь мне написать. Нет вопросов. Ладно, будем продолжать. Эта техника, она делается непосредственно перед сном. Она вообще состоит из 5 шагов. И эту технику также можно использовать для любых целей. Для привлечения денег, для семейной жизни, для карьерного роста, для учебы. То есть неважно, какая у вас стоит задача. Главное просто ее правильно выполнить. И первый шаг – это вам нужно сформулировать проблему. Поскольку вообще мой канал посвящен теме денег, поэтому я буду примеры приводить непосредственно, которые связаны с деньгами. И предположим, что у вас есть денежный кризис, и вы должны сформулировать эту проблему. Но не надо там писать в 3 томах свою проблему. То есть вы можете сформулировать это так. Прямо сейчас вам не хватает денег.
Вы также можете в своей проблеме сформулировать, для каких целей вам нужны эти деньги. Например, вы можете дополнить, например, на покупку квартиры, дома, шубки, бриллиантов, а может быть, вам не хватает на вот такую красивую собачку. Поставьте лайк, кому нравится вот такая собачка. Я тоже в свое время когда-то хотела такую собачку, и она у меня появилась таким чудодейственным способом. Вселенная услышала мои желания и исполнила мою мечту. Затем, когда вы сформулировали свою проблему, вам нужно найти решение этой проблемы. А решение проблемы, она фиксируется просто банальной фразой. Требуется найти решение. Следующий шаг – это вам нужно зафиксировать проблему и задачу. Для этих целей вам подойдет обычный листок бумаги. Можно вот такой маленький. Желательно для этих целей вам нужно взять ручку, маркер или, неважно, карандаш, фломастер зеленого цвета. Ну, вообще, это зеленый цвет, это связано с денежной энергией, поэтому рекомендую воспользоваться зеленым цветом. На этом листочке бумаги вы пишете свою проблему и задачу. Вы пишете, например, прямо сейчас мне не хватает денег на покупку квартиры. И дальше пишите, требуется решение этой проблемы. Затем мы берем прозрачный стакан воды. Желательно использовать воду не из-под крана, не кипяченую, потому что вода кипяченая, она вообще считается мертвая. Нужно использовать, ну, как правило, воду чистую с колодцев, родниковую. Тогда она более эффективна и приносит более, больше энергии и пользы. И вы в этот стакан с водой добавляете несколько капель чистого лимонного сока. Хорошо перемешали и берете этот стакан 4 пальцами. Вот такими указательными берете, и вот указательным и большим пальцем берете и держите стакан воды. И произносите, мысленно вот эту вот фразу. Прямо сейчас мне не хватает денег для покупки квартиры, и требуется найти решение. Мысленно произнесли эту фразу, затем вы произносите фразу делегирования, то есть это фраза, которая усилит ваш эффект. И она звучит следующим образом, ее тоже нужно произнести мысленно. Этого будет достаточно для того, чтобы решить мою проблему. И выпиваете полстакана воды. И очень важный момент, когда вы будете выпивать эту воду, полстакана, если вы там выпьете чуть-чуть больше, ничего страшного, здесь арифметика не очень важна. И очень важно, чтобы в этот момент у вас не было никаких негативных мыслей. И именно ваше внимание должно быть сфокусировано на вашей фразе делегирования, что этого будет достаточно для того, чтобы решить эту проблему. И медленными глотками выпиваете полстакана воды. Потом, когда вы поставили этот стакан воды, потом опять ставите стакан и произносите свою проблему и решение проблемы. Немножко запуталась. Прямо сейчас мне не хватает денег на покупку квартиры, требуется решение. Ставите этот стакан с водой и накрываете этим листочком, который вы писали свою проблему и решение этой проблемы. И ложитесь спать. Утром, когда вы просыпаетесь, выпиваете вторую часть воды. Перед этим вы произносите свою проблему. Мне не хватает, прямо сейчас не хватает денег на покупку квартиры, требуется решение, и выпиваете
эту оставшуюся воду. И очень важно, чтобы также у вас были позитивные мысли, никакого негатива. И произносите также мысленно фразу делегирования. Этого будет достаточно, чтобы решить эту проблему. Выпиваете медленно и мысленно также говорите спасибо. После выполнения этой техники вы должны во внимании быть буквально 3 дня. И очень важно не пропустить каких-то либо подсказок, потому что Вселенная вам будет давать различные подсказки, которые будут носить решение вашей проблемы. То есть, в зависимости, если вы задали вопрос, что у вас не хватает денег, вам нужно, например, совершить свою покупку и купить квартиру, вам Вселенная подскажет подсказки, даст, вернее, подсказки, где вы можете найти эту сумму денег. Возможно, вам будет, где-то вы услышите по телевизору, возможно, какой-то знакомый вам там подскажет, возможно, кто-то предложит там открыть свой бизнес, то есть вариантов будет море. Вам нужно просто прислушаться к этим знакам и сделать определенные шаги навстречу решению своей проблемы. Вообще, в чем заключается суть этой техники? Вообще вода, когда вы формулируете свою проблему и озвучиваете решение, то когда вода слышит эту информацию, она начинает менять свою структуру. И вот этот вот лимонный сок, он добавляет в вашу воду, вообще лимон – это же кислота. И вот это кислота превращает воду в электролит. То есть это очень хорошая, скажем так, электрическая проводимость воды. И вообще вот эти вот, когда вы замыкаете вот таким образом кольцо, то есть все эти решение проблемы, делегирование фразы, все это замыкается в круге и как бы не дает ни вашей цели, ни задачи, ни проблемы распаться. И вот эта вот вода, она как бы творит чудеса. Она там связана с подсознанием, то есть она вызывает реакцию подсознания, и таким образом, происходит решение вот этой вот вашей задачи. То есть вы можете эту технику использовать для любых целей. Вообще эта проблема, она связана с энергией и с подсознанием. Вот так в тесном связи. Главное, чтобы эта техника у вас сработала, вам нужно правильно выполнить все шаги и последовательность, и тогда у вас будет все хорошо. Вот. В принципе, я осветила все вопросы, которые я хотела вам рассказать. Жду от вас вопросов. Возможно, у вас какие-то есть дополнительные вопросы. Возможно, кто-то из присутствующих не поставил мне лайк или же не подписался на канал на мой. У вас есть возможность это сделать прямо сейчас. Я думаю, вам это сделать несложно, а мне будет приятно, что у меня есть новые подписчики на моем канале. Поскольку у нас вопросов больше нету, тогда я хочу с вами проститься. Вот, и следите за моим каналом. Конечно, Марина, обязательно воспользуйтесь, и я уверена, что у вас получится, и эта техника для вас сработает. И если вам нужна более, подробная там инструкция, вы можете написать в комментарии под этим прямым эфиром, и я тогда могу, написать по шагам алгоритм этой техники. Она очень эффективная. Напишите, кому понравилась тема сегодняшнего нашего прямого эфира. Мне будет приятно узнать вашу обратную связь. Я так думаю, вы потом можете также добавить свои комментарии, вопросы под этим прямым эфиром, и я тогда дополнительно вам на них отвечу. Вообще, если у вас
возникают какие-то вопросы. Благодарю, Марина, я рада была вам быть полезной. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, возможно, вы хотите увидеть видео на моем канале на какую-то определенную тему, тогда пишите в комментариях под любым видео, и я получу эту обратную связь и подготовлю для вас видео на эту тему. Я максимально хочу быть полезной своим зрителям. Ну, тогда на сегодня все. Рада была всех видеть сейчас на своем канале. Всем пока. С вами была Елена Макаренко. И до новых встреч на моем канале.